Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук похвалил пирсинг Тэхёна. Девятое место. Улыбаются друг другу. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тайная девушка на концерте BTS». Кто она и почему фанаты готовы разорвать ее на части? Подробное объяснение. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Кстати, это тот самый момент, когда Чонгук словил камеру и снял себя с Тэхёном. У меня отвисла челюсть. Седьмое место. Ранее фанаты сняли репетицию, в кадр которой попали Тэйкук. Многие говорили, что это не Чонгук с Тэхёном, но судя по их сегодняшним аутфитам, это таки они. Не знаю, что хотел сделать Чонгук, но мне это нравится. Шестое место. Поведение пары. То, как Тэхён хотел, чтобы Чонгук остался рядом с ним и шел вместе. Одно его прикосновение заставило Чонгука сразу понять, замедлиться и прилипнуть к нему. Чонгук репостнул 5 короткометражных фильмов V для Compose Coffee и прокомментировал: «Вау, если бы это вышло как полноценный фильм, уверен, я бы с огромным удовольствием его посмотрел». Пятое место. У этих двоих ничего не меняется, ходят парой и ни о чем не жалеют. Четвертое место. Забота. Тео, как они проверяют и подбадривают друг друга даже на сцене.
Третье место. Новости. Вчера на концерте участники появились в костюмах от южнокорейского бренда Janty Kim, лаконичных, но с характером. Такие образы подчеркивают силу, харизму и динамику выступления, особенно в сочетании со светом и хореографией. Это не первое сотрудничество. Janty Kim уже создавал все красные сценические образы Хосака для его сольного тура Hope on the Stage, формируя узнаваемую визуальную линию артиста. Связь с брендом прослеживается и в личном стиле участников. Тэхён недавно на шоу Source No Man на Еросит Кадасай в пальто от Janty Kim, а еще в 2023 году выбирал куртку этого же бренда. Все это говорит о том, что Janty Kim постепенно становится важной частью визуальной идентики BTS, а нам остается только получать удовольствие, ведь согласитесь то, как блестят глаза Чонгука и каким счастливым он выглядит. Тэхён на Вевос. Мы организуем вход и выход так, чтобы все было безопасно и быстро. Я очень благодарен всем вам, кто сегодня пришел. Спасибо. Барахэ. Сегодня после концерта у фанатов были трудности с выходом из зала, и Тэхён это заметил. Счастливый Мишка отдал свою шапку фанатам, потому что беспокоился, что они замерзли. Финальная речь Чонгука и Тэхёна. Чонгук сказал: «Мне кажется, все, о чем Намджун сказал до меня, полностью передало наши чувства. Я просто очень хотел сказать, что люблю вас. Знаете, сегодня, даже выступая вот так под дождем, я получил огромное удовольствие на сцене. Честно, мне понравилось абсолютно все. Все было супер, но теперь я немного переживаю. Вы ведь так долго простояли под ливнем. Очень надеюсь, что завтра никто из фанатов не заболеет. Пожалуйста, будьте осторожны по пути домой, сегодня правда сильный дождь. Спасибо вам огромное за то, что заполнили этот стадион, благодаря вам у нас остались такие прекрасные воспоминания. Я люблю вас. Завтра и послезавтра мы вернемся и покажем еще более крутые выступления в еще лучшей форме. Спасибо. Тэхён сказал, если вкратце. Прошло много времени с тех пор, как мы вот так собирались всемиром. Поэтому мы очень долго думали, как же нам выступить, чтобы это выглядело по-настоящему круто, и чего именно ждут от нас фанаты, которые не видели нас так долго. Мы много всего изучали, пробовали разные идеи, и в итоге пришли к тому, что вы увидели сегодня. Возможно, это не идеальное выступление для каждого из вас, но мы готовились с огромной радостью, просто надеясь, что вы нас поддержите и оцените. Этим концертом мы дали старт новой главе, и впереди у нас мировой тур, где мы встретимся с фанатами в самых разных странах. Мы хотим собрать как можно больше этих бесценных моментов с вами, чтобы потом снова вернуться сюда, вот в таком составе. Когда мы снова будем в Корее, возможно, тоже будет лить дождь, как сейчас. И когда-нибудь у нас точно будет еще один энкор. Так или иначе, в следующий раз мы покажем вам еще более мощное шоу, надеюсь, под ясным небом. Ну а если нет, то сделаем это на следующем концерте. Договорились? Обещаю вам. Да. Когда твоя улыбка совсем такая же, как и его.
Стильный образ Тэхёна от Boat, бренда из Нью-Йорка, который сейчас очень популярен за счет своего уникального подхода к созданию вещей с историей. Его главная фишка – использование винтажных тканей, техник квилтинга, стежки, вышивки и аппликаций. Многие вещи создаются вручную или по образцам старинных одеял и домашнего текстиля, поэтому они выглядят как антикварные находки. Модель, которую выбрал Тэхён, называется Storytime Quilt Jacket. На ней изображены различные сюжетные картинки, напоминающие иллюстрации из старых детских книг или сказок. Эстетика Boat – это сентиментальная мужская одежда. Она идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть артистично и индивидуально, что так подходит Тэхёну. Давайте вспомним, чего Тэхёну больше всего не хватает в Чонгуке. Full Korea Instagram. Иконическая южнокорейская группа BTS только что преодолела один из самых важных барьеров на американском рынке со своим последним релизом Arirang. Превозносимый 5 студийный альбом группы не только остается на вершине престижного чарта Billboard 202-ю неделю подряд, но и только что достиг беспрецедентного рубежа. С этим новым рекордом Arirang официально становится первым и единым альбомом азиатского исполнителя, проведшим несколько недель на первом месте за 71-летнюю историю чарта. Историческое достижение, которое переопределяет глобальное влияние K-pop и еще больше укрепляет доминирование BTS в международной музыкальной индустрии. Чонгук без Тэхёна и Чонгук с Тэхёном. Обновление официального YouTube-канала Compose Coffee. Случайно остановившись в одном месте, услышав знакомый голос, взгляд юноши возвращается к какому-то сезону из воспоминаний. В ту ночь, когда мы встретились снова, наша история начинает течь вновь, мягко, словно декафе. Первый кинематографичный фильм от Compose Coffee. Прямо сейчас окунитесь в самый сияющий момент той ночи. Оставьте в комментариях отзыв о той ночи, нашем декафе. 30 человек получат в подарок меню Compose Coffee по розыгрышу. Условия участия: подписка на Compose Coffee и лайк поста. Оставить комментарий с отзывом «Та ночь, наше декафе». Отметьте друга, шанс на победу выше. Количество победителей – 30 человек. Чонгук все так же парень без комплексов. Группа представила клип на новую песню, в котором показана грандиозная хореография. Участники выпустили клип на песню «Хулиган» из своего 5-го студийного альбома Arirang. Эта работа привлекает внимание взрывной энергией, отличающейся от предыдущих клипов. Особенно впечатляет выступление 7 участников в сопровождении многочисленных танцоров. Джин появляется в таинственной тишине, надев черную маску. Его действия словно служат сигналом, и вскоре десятки танцоров собираются вокруг него, исполняя взрывной групповой танец.
Сцены эстетического праздника, изобилующего едой и алкоголем, дарят зрителям яркое визуальное удовольствие. Перемежающиеся с ними черно-белые кадры с острым чувством передают ауру каждого участника. В этом клипе использован ключевой цвет – красный, что максимально подчеркивает необычность пространства. Красные костюмы танцоров, прорывающихся сквозь покрытое мхом серое здание, контрастируют с холодной текстурой пространства и производят сильное впечатление. Кроме того, персонажи и предметы, застывшие в воздухе, словно преодолевая силу тяжести, создают сюрреалистическую атмосферу и еще больше повышают художественную ценность клипа. Выступление «Хулиган» демонстрирует вершину мастерства, накопленного BTS за все это время. Изысканные и одновременно взрывные групповые танцы доставляют визуальное удовольствие, а бесстрашные жесты участников добавляют удовольствие от просмотра. В частности, энергия, излучаемая многочисленными танцорами, заполняющими просторное здание, и ярко-красные декорации метафорически выражают посыл песни, рассказывающей о смелом путешествии группы. Участники группы также выразили удовлетворение результатом работы. Через свое агентство Big Hit они поделились своими впечатлениями. Благодаря крутым нарядам и атмосфере, исходящей от каждой сцены, мы впервые за долгое время по-настоящему увлеклись съемками. В этом клипе BTS идеально воплотили стильный образ, отличающийся яркими деталями: черные верхние одежды, солнцезащитные очки и туфли с камнями. «Хулиган» — это альтернативная хип-хоп композиция, воспевающая путь группы BTS, которая проложила свой собственный путь, путешествуя по всему миру. Вступление, в котором звуки острых мечей перекликаются с яркими струнами, оставляет сильное впечатление. Уникальный ритм, созданный с помощью звуков сталкивающихся мечей, и гармония с глубоким и низким басом 808 создают свежую атмосферу. Контраст между грубым рэпом и сладкой мелодией рисует образ группы, уверенно и смело шагающей по миру. Скажите спасибо, если Тэхён вообще попрощается. Чонгук снова привлек внимание трогательной историей, которая показывает его заботливый характер. В недавнем выпуске Wired «Ответы на самые популярные запросы» участники поделились закулисными историями, подчеркнув известные качества Чонгука как Golden Money, младшего участника, который отлично справляется почти со всем. На вопрос, где он научился готовить, Чонгук ответил: «Навыкам работы ножом я научился в армии», добавив, что ему нравится готовить самому, смотря видео. Он поступил на службу в декабре 2023 года и после курса начальной подготовки служил поваром в артиллерийской бригаде. Чимин рассказал, что во время службы Чонгук даже травмировал руки, когда готовил, подчеркнув его усердие. Юнги добавил, что недавно Чонгук приготовил для персонала на съемочной площадке 200 дубайских тягучих печенек. Джин отметил, что в другой раз Чонгук тоже приносил около 200 печений, что еще раз подчеркивает его щедрость. Когда некоторые участники сказали, что еще не пробовали эти печенья, Чонгук тепло ответил, что планирует приготовить их снова уже этим вечером. Участники также похвалили его кулинарные навыки. Хасок отметил, что он может готовить, например, пасту, а Ви рассказал, что Чонгук часто готовит и дома. Также они затронули прозвище Чонгука «Золотой Макне». На вопрос о происхождении Хасок объяснил, что оно отражает его разносторонние способности, а Намджун добавил, что прозвище появилось еще со времен дебюта и даже связано с золотым вещим сном во время беременности, чем рассмешил остальных. Это счастье на лице Тэхёна говорит громче любых слов.
Несмотря на дождь, поклонники BTS заполнили район у стадиона в Каяне фиолетовым цветом в день концерта тура Arirang. 9 апреля у Гаянг Стадиум можно было увидеть море фиолетовых зонтов и дождевиков. Фанаты с радостью ждали выступления группы, не обращая внимания на непогоду. Многие фанаты приехали из разных стран, включая Италию, Индонезию, Сингапур и Малайзию, чтобы увидеть BTS в полном составе. Поклонники признавались, что ради этого события готовы терпеть любые неудобства. По словам фанатов, музыка BTS помогает им переживать трудные моменты, дарит утешение и ощущение счастья. Перед концертом атмосфера становилась все более эмоциональной, люди прислушивались к саундчеку, снимали видео и радовались каждому звуку со сцены. BTS открыли новый мировой тур Arirang на главной арене стадиона в Каяне, рассчитанной более чем на 40 тысяч зрителей. После концертов в Каяне группа продолжит тур по Азии, Америке и Европе, всего выступив в 34 городах и дав 85 шоу. Любимый и поддерживающий Хён нашей пары. Участникам пришлось столкнуться с разбушевавшейся стихией во время открытия их марафонского мирового турне на стадионе Каян в Южной Корее. И сама группа, и их поклонники промокли до нитки под проливным дождем, который не прекращался на протяжении всего шоу под открытым небом. «Дождь льет как сумасшедший», — сказал Тэхён, шлепая по лужам на гигантской 360-градусной сцене. Юнги сравнил стадион с аквапарком, а Чимин признался, что такие условия заставили его нервничать и чувствовать стресс. «Но это не самое важное», — обратился он к залу. «Важно то, что вы здесь, с нами». Несмотря на погоду, они выложились на полную, представив драйвовое, захватывающее шоу с сет-листом из 23 песен. После 4-летнего перерыва, во время которого участники проходили обязательную военную службу, BTS вернулись полностью заряженными энергией и явно счастливыми снова оказаться на сцене. Тэхён даже обыграл непрекращающиеся осадки. Он лег на залитую дождем сцену и притворился, будто плывет брасом, исполняя импровизированную версию нового сингла группы Suim. «Будьте осторожны», — предупредил лидер группы Намджун, который недавно получил травму лодыжки на репетиции. «Вы можете пострадать, как я». 31-летний артист, который на промо-концерте в марте выступал сидя на стуле, на открытии тура снова был на ногах, причем выступление проходило в его родном городе. Однако во время сегмента встречи со зрителем его носили по стадиону на импровизированном троне, что наводит на мысль, разрыв связок еще не зажил до конца. «Прошло 3 недели, так что врач сказал, что я могу выступать», — сообщил он фанатам со сцены. «Ничего страшного. Мы просто хотели сегодня отдать вам всех себя». Ливень, похоже, ничуть не испортил настроение фанатам. Преданные зрители начали прибывать еще по местному времени, чтобы занять лучшие места. Они делали селфи и общались под морем зонтов, пока очереди извивались вокруг стадиона. Даже после начала шоу сотни фанатов без билетов остались под дождем снаружи, чтобы послушать своих кумиров из-за стен стадиона. Это было горячо. Так еще пальчиком поманил. Сет-лист концерта Arirang.
все песни первого вечера на стадионе Каян в Южной Корее. В этот вечер прозвучали как треки с нового альбома, так и старые хиты. После месяцев ожидания BTS наконец дали старт своему мировому турне в поддержку нового альбома Arirang, выступив перед тысячами фанатами на стадионе Каян в Южной Корее в четверг. Участники были мощной силой на сцене, впервые за долгие годы представ вживую как единое целое, не считая официального камбэк-выступления в Сеуле в марте. Они пели и танцевали подряд треков с Arirang, а также под старые хиты, возглавлявшие Billboard Hot 100, такие как Dynamite и Butter, пока фанаты в зале размахивали своими фирменными лайтстиками. И насколько хорошо провела время публика на первом шоу этого годового тура, настолько же, если не больше, наслаждались им и сами участники группы. «Мне было так весело на первом концерте Arirang Tour», написал Джин в Вевос вскоре после окончания шоу. «Я чувствую себя комфортно, выступая в команде и находясь в одном пространстве с фанатами, такое ощущение, будто я вернулся домой». BTS дадут в общей сложности 3 концерта в Каяне, прежде чем отправиться в Токио, после чего масштабный стадионный тур развернется по-настоящему. Мировое турне, которое стартует после того, как Arirang провел 2 недели на вершине чарта Billboard 200, а его ведущий сингл «Swim» занял первое место в Hot 100, проедет через города Северной Америки, Латинской Америки, Европы, Австралии и других частей Азии вплоть до марта следующего года. Итак, планируете ли вы посетить шоу или просто хотите знать, какие песни парни исполняют каждый вечер? Billboard представляет полный сет-лист первого концертного дня. Тэхён в легендарной роли червячка. Спустя годы. Как я мог упустить этот момент? Да никогда. 12 лет прошло, а червячок такой же очаровательно безумный, тот же драйв, та же харизма, тот же неподражаемый стиль. Второе место. Это так интимно. Они такие сильные магниты. Выражение «любить глазами» слышали? Первое место. Это всегда они. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.